pasarla bien hasta el amanecer. Una cerveza se sienta bien, como una compañía, una compañía. Esta de mi zona, esta de mi gente, encantadora. Siempre. Всем привет! Это начало моего нового влога. Здесь будет очень много всего интересного. Конечно же, я начну видео со сбора одежды. Самое главное — это купальники, летняя легкая одежда. Естественно, чтобы все можно было с друг другом комбинировать. И, конечно же, чтобы все влезло в ручную кладь, так как я летаю только с рюкзаком. Обязательно предметы одежды или аксессуары, в которых срочно мне нужно будет пофоткаться. Кстати, про аксессуары расскажу чуть позже. Также я брала 2 очков. Эти 2 пары мои новые, поэтому 100% буду делать в них фото и видео. В основном я ходила в этой паре очков, они подо все, как видите, серебряные. Хоть я и старалась брать по минимуму вещей, но получилось, как всегда, всего много. Я плету разные украшения из бисера и снимаю этот процесс на видео и выкладываю его на Pinterest. Так как я хочу сплести для себя новое украшение, хочу это снять сейчас на видео. В Германии прохладно. Вот сейчас наконец-таки полетим в Болгарию. Хоть немного солнышком подпитаемся, потому что тут постоянно одни дожди, холодно. Что за лето, непонятно. Так как у нас много времени до нашего вылета, мы решили погулять по Лейпцигу. Кстати, вокзал Лейпцига, можно сказать, что на слуху, потому что его многие сравнивают как из сериала «Сплетницы». В Лейпциге я уже не первый раз. Лично для меня в Лейпциге скучно. Как-то однотипно, ничего интересного. Еще произошла напряженная ситуация с поездом. Я всегда заранее смотрю маршруты, и слава богу, что в этот раз тоже. Потому что в этот раз поезд, на который я рассчитывала, на котором я доеду до аэропорта, его отменили. Но, слава богу, был раньше поезд, который как раз-таки опаздывал еще на час, и мы как бы сели на него и поехали уже до аэропорта. Хожу, брожу, снимаю все подряд. У нас же задержали рейс на 1:40, почти считай на 2 часа. Кручу капец, что прилетаем и так поздно, а теперь из-за опоздания этого самолета еще позже будем прилетать. Короче. Итак, нам в первый день не очень повезло с погодой, так как был дождь, было пасмурно, но тем не менее у нашей подруги, а точнее мамы Максима, был день рождения, и мы пошли его праздновать. И в этот день мы первый раз с Максимом встретились за последние 3 года. День рождения мы праздновали в ресторане у моря, посидели, так сказать, с семьей, и мы потом с Максимом пошли гулять с его друзьями. Второй день мы пришли на этот пляж, как я говорила, пляж из сена, а точнее Макаи. Перед поездкой в Болгарию я все на Google картах посмотрела, и вот именно захотела туда поехать ради эстетичных кадров, пофоткаться, поснимать видео под этими эстетичными соломенными зонтиками. Вижу в моем инстаграме многим зашли мои фотографии. Короче, весь день мы проводили на пляже, купались, фоткались, конечно же кушали. Чуть ближе к вечеру уже пошли переодеваться и думать, где мы будем проводить время вечером. Не знаю, что еще могу здесь рассказать, просто смотрите эстетичные кадры. Вечером мы пошли кушать в ресторан, а после, можно уже так сказать, по базе, я пошла гулять с Максимом. Я бы не сказала, что Балчик это супер тусовочный какой-то город, не скажу, что для молодежи, но как бы летом есть что делать, а вот дальше не знаю. Число сменилось, ничего не изменилось, идем на пляж. Короче, у нас такой более чилловый отдых, мы никуда особо не ездим, просто как бы с пляжа домой, с дома на пляж, как бы, ничего нового. Все по ресторанам. Ну да, немного. По всем проходимся. Кайфово, погодка классная, Балчик. Короче, уже иду домой, уже накупалась, как-то не хочется больше купаться, загорать. С бадуна еле встала, если честно. Да ладно, шучу, мне норм. Продолжаем делать вид, что нам норм, и плаваем себе эстетичненько, снимаем видео. Лежу вот под таким зонтиком, потому что солнце настолько сильно печет, что капец, я уже не могу. Это too much для меня. Я еще хотела загореть лицом, потому что я наотбеливала себе лицо корейской косметикой, всякими кислотами, пилингами. Так что хочу восстановить тот цвет, который сейчас у меня должен быть.
наш предпоследний день, я почти ничего не снимала. Как обычно, мы просто ходили-гуляли. Только что покаталась на джетски и могу сказать, что я просто в шоке. I'm in love with jet ski. Это было офигенно. У меня руки так тряслись, я хотела же все поснимать. Боялась, что у меня телефон вылетит просто и все, но слава богу, как видите, я снимаю. Вот такой вот порт. Видите, там что-то грузят, разгружают. Вот вам немного набережного вайба, рыбацкого тоже. И мы пришли в вот такое вот место. Это больше как забегаловка, такое все по-домашнему. Как нам сказали друзья, в этом месте отлавливают рыбаки свежую рыбу и сразу же из нее все готовят. Не знаю, насколько сразу же, но свежая рыба тут точно есть. Вайб, конечно, старого Салтова. Не знаю, чего еще сказать, харьковские поймут. Как видите, все обычно, недорого, простенько и вкусно. По такси подъехала. А ну-ка. Вечерняя программа все та же. Собрались с ребятами погулять, отметить мой уезд. Ура, Карина уезжает. И у нас еще был один именинник. Ну, Погодка классная. Come on, dance with me. Начало я сижу, пью, конец. говорю, как будто вы приехали в детский лагерь, а не в аэропорт. Прям так интересно, что есть выход на улицу в аэропорту. Не знаю, что я там наснимаю сейчас. Но вот тут вот так. Сюрприз, сюрприз! Короче, у нас задержали рейс снова. Мы должны были вылетать в 18:55, а вылетели в 20:30. И то не факт, что ровно в 8:30. Конечно же, любимая погода в Германии. Дождь, холодно. Была уже ночь, мы были уставшие. На этом заканчивается поездка в Болгарию. Переходим к поездке в Польшу. Хотела сделать это началом моего нового влога, но подумала, что немного будет пасмурно и серо. Мне нравится приезжать во Вроцлав, я совмещаю приятное с полезным. И чаще всего мне не везет с погодой. Как обычно, когда мы приезжаем во Вроцлав, не обходится без посещения торгового центра в Вроцлаве. Я приезжаю не первый раз. Но каждый раз нахожу что-то новое, интересное. Это для меня как мини-отпуск. Короче, хотела сказать, что во Вроцлав мы едем по делам. А еще, когда мы сюда приезжаем, мы встречаемся с нашими друзьями, так как они здесь живут очень долго. Вечерком, а точнее ночью, мы решили поехать в бильярд. Я уговорила Женю, мы пришли в бильярд. Ура! Так, сейчас будет разнос просто этого клуба. Смотрим. Мы склеим видео. A few moments later. Это второй день во Вроцлаве. Сейчас я уже иду к стоматологу, собственно, уже с вещами, потому что сегодня же сразу же после приема хочу уехать. А делать я иду, собственно, свои брекеты. Мне нравится ходить к стоматологу, я абсолютно не боюсь, потому что там работают профессионалы своего дела и очень добрые люди. Во Вроцлав я ездила только на выходные, поэтому нужно было возвращаться. Также под конец влога хочу показать вот такую вот штучку, которую я сегодня забрала. Никс прислали мне на обзор свою косметику. Они выбрали 5000 человек по всей Германии, чтобы им сделали, так сказать, мини-рекламу. Я вообще не ожидала, что меня выберут, но, в общем-то, буду снимать. Также они положили мне вот такой вот сценарий, так сейчас покажем без QR-кода. Я думаю, что это видео подходит к концу, поэтому всем спасибо за просмотр. Сейчас будут фоточки. Venga conmigo, amiga, de pasión. Quiero pasarla bien hasta el amanecer. Una cerveza se sienta bien.